Доброго времени суток! В этом видео приступаем к росписи лепных деталей кролика. И нам понадобятся масляные краски, масло. У меня это обычное подсолнечное масло, которое стояло много лет на окне и выцвело. И кисти с палитрой. И, конечно же, понадобится эскиз. Мне очень удобно работать с эскизом, когда уже предварительно все продумано. Тот эскиз, который я показывала до этого, черно-белый, я выполнила в цвете уже. Выдавливаю на палитру краски: белая, охра, краплак, голубая и черная. Этих красочек будет достаточно. Дальше для начала беру довольно-таки крупную кисть и размешиваю черный цвет, добавляю в него немного голубого. Масло добавляю немножечко, только для того, чтобы красочку легко было наносить. И покрываю нижнюю часть ушек этой красочкой. Дальше, поднимаясь наверх, я буду добавлять уже краплак, чтобы цвет становился более такой красноватенький. И можно добавить еще немножечко белого. Покрыла внешнюю сторону ушек. Теперь возьму другую кисть и смешиваю белый с охрой. И этим цветом я покрываю внутреннюю часть ушка. Можно добавить еще немножко красного. Так как здесь приходится соединять темную краску со светлой, на кисти остается очень много темных оттенков. Постоянно кисточку вытираем об тряпочку. И так закрываю до тех пор, пока мне не покажется достаточно светленьким ушко. Верхнюю часть тоже сделала более красную. И сзади немножечко еще более светлого добавлю на кончик ушка. Одно ушко готово, второе показывать не буду, так как оно изогнуто и не очень хорошо видно. Но там суть та же. Те же действия, тоже светлой красочкой мы покрываем внутреннюю часть ушка. Дальше создаю довольно-таки темный кирпичный оттенок. Соединяю краплак, охристую краску, белую и черную.
И покрываю этой красочкой центральную часть морды. Дальше делаю ее темнее и соединяю с ушками уже. Тут уже можно добавлять синий, чтобы сделать более темный цвет. Чем дальше ухожу назад, тем темнее делаю красочку. Дальше приступаем к носику и ротику. Смешиваю белый с охрой, делаю очень-очень светлый цвет. И покрываю самый-самый центр. Ротик. Дальше добавляю больше охры и делаю уже переход с тем темным цветом, который у меня по бокам находится. Иногда, когда кисть нерегулярно счищаю, создаются вот такие вот новые интересные оттенки. В данном случае он такой грязно-розовый получился. И им я покрою нижнюю часть мордахи. И вокруг глазок тоже сделаю линию светлую. И теперь я просто формирую переходы, делаю их более плавными. Еще больше высветляю веки кролика. В процессе ушки показались мне слишком темные, я добавила немножко коричневого.
Можно небольшой темной линией выделить нос. Дальше продолжаю делать переходы. Дальше беру темную красочку и покажу темной красочкой ротик и ноздри. Все это сейчас получилось довольно-таки широко, потому что в разрезике сложно аккуратно залезть кисточкой. И беру светлую красочку и подправляю. Возьму широкую кисть с темной краской и буквально точно буду прикасаться к щечкам, создавая таким образом эффект точек от усов. Дальше приступаю к глазкам. Глазки я сначала полностью закрашу черным внутри. Показывать буду только один глазик, потому что второй не видно абсолютно из-за ушка, как я делаю. Глаз оказался очень темным, взяла темно-коричневый и сделала радужку темно-коричневым, а центр оставила зрачок черным. И в уголке я добавлю немножко белого, как будто бы чуть-чуть проглядывает склера. И потом аккуратненько все это выравниваю, если где-то получилось не очень ровно. И подправляю веки, если где-то попало на них. Дальше беру белый и ставлю блик.
Дальше кролика держать в руках мне уже становится неудобно и расписывать. Я вставляю его в пенопласт и продолжаю. Темной красочкой я покрываю нижнюю часть затылка, заднюю часть шеи и спинку. А светлой охристой я покрываю переднюю часть шеи и грудь. И дальше делаю переход между этими двумя цветами. Ну вот мордашка готова. Ее можно убрать пока в сторону. Приступаем к ножкам. Тут все гораздо проще. Все те же цвета. Ножку я покрываю сверху черным с синим. Такой максимально темный оттеночек получается. Дальше, уходя вниз, я уже начинаю делать более светлый оттенок. Я добавляю красный, добавляю охристый и немного белого. И чем ниже, тем светлее оттеночек получается. Так я покрываю всю ножку, за исключением стопы. Ту часть, которая у меня за линией соединения, я даже не закрываю, потому что там будет ткань. Все это закроется. Для стопы я опять же беру светлый оттенок охра и белый. И формирую переход. Также светлым я выделяю пальчики на лапке. И можно немного светлого вплавить прям в саму ножечку. Буквально несколько мазков. Вторую ножку делаю точно так же. Дальше ручки. С ручками все то же самое, только единственное, у нас в одной ручке есть яйцо. Там я сначала закрою ладошку светлым охристым оттенком. Дальше делаю голубой цвет. Голубую краску соединяю с белой и добавляю даже немножечко красненькой, чтобы он такой был не яркий голубой. И полностью яичко покрываю этим оттенком аккуратненько, чтобы не залезть на ладошку.
И дальше я распишу яичко. Вот здесь я добавила желтый цвет. Ярко-желтый тоже не хочу, поэтому соединяю его с охрой. Делаю более такой приглушенный желтый. И дальше я погружаю кисть в желтый оттенок. И кончик я обмакиваю в белый. Таким образом у меня будет небольшой переходик в лепестке цветка. И одним мазком я ложу лепесточек. Переворачиваю кисть и делаю второй лепесточек. Здесь кисть необходимо постоянно будет вытирать тряпочкой. И так я покрываю все яичко такими вот цветочками бело-желтенькими. Дальше развожу немножечко краплака с охрой и ставлю сердцевинки цветкам. И дальше приступаю к самой уже ручке. Точно так же верхняя часть ручки будет более красноватая, ближе к ладошке. А ближе к локтю она будет такая темно-темно-синяя. И опять же беру охристый оттенок, высветляю пальчики и делаю переход между ладошкой и основной ручкой темненькой. И добавила несколько светлых штрихов на внешнюю часть ручки. И осталась последняя ручка. Все то же самое. Светло-охристая ладошка и темная ручка. Итак, все детальки готовы. Теперь можно оставить сушить. Минус масляной краски только в том, что она очень долго сохнет. Вот в таком положении в пенопласте я оставлю приблизительно на месяц, так как у меня есть белая краска, она сохнет дольше всего. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и творите вместе со мной.